Всем привет! У нас последняя неделя континентальных боссов четвертого сезона. И это апдейт команды на континентального босса Финья. С ней тут сразу и Теодемир. В прошлом видео я использовал вместо Натаниэля Ирмуша, потому что у меня талантов не было, чтобы вкачать Натаниэля. И в том видео я уже говорил, что с Натаниэлем в принципе лучше. И, собственно, я поставил Натана, качал ему таланты. И получился неплохой апдейт по урону. Также еще есть некоторые изменения. Вот так вот он у меня одет. Жилетку я ему не одеваю. Мы стараемся выжить так, как есть. И, соответственно, одеваем ему рога оленя. Просвещенность у меня 400. Ну и, в принципе, остальные все статы тут не важны. Нам главное кидать сильные, мощные щиты. И как можно чаще кидать боевой. Ускорение у меня 59 получилось набрать. Больше пока не получается. Таланты использую вот такие. Шенечтан, в принципе, остался в том же сете. Таланты использую вот такие. Сопротивление прям уже 450 выжил. Потому что если вы начинаете умирать, то сколько бы вы там хп, либо защиты не дали, это не поможет. Тут проблема вообще в другом. Проблема конкретно в том, что мы выставляем тайминги, да, чтобы у нас все вовремя происходило, вовремя щиток кидался, но когда вот этот навык срабатывает, то есть если он сквозь сопру нас пробил, мало того, что он нам цикл сбивает, да, и у нас там по урону мы проседаем сразу же, то при этом еще Теодемир заливается. Он себе заливает 25% к абсолютному навыку. То есть каждый раз он так вот, если у него будет навык прокать, он будет съезжать, съезжать, съезжать. В итоге щиток, который мы кидаем, в принципе, против его удара, он уже будет не в тот момент. И усиление защиты тоже будет у нас висеть не в тот момент, когда босс наносит самый болезненный удар. И, соответственно, это как раз к концу и съезжает. Поэтому какие-то защитные характеристики давать смысла особого нет. Это не поможет. Мы все равно умрем. Бой будет успешным, только если он не будет заливаться. И вот эти тайминги наши не будут съезжать. То есть нельзя давать, чтобы Теодемир заливался от Шайночтана. Далее продолжим. Это у нас Тамара. Вот так она у меня одета. Сет кукольника, точность. Ну и в принципе тут особо и ничего не надо. Перчатку еще на защиту поставил, просто на всякий случай. По талантам как-то вот так. Самый важный момент это взять вот этот талант, чтобы продлевать ослабление. И второй важный момент это взять абсолютно любой талант, кроме вот этого. То есть, что этот талант, что этот, они как бы бесполезные, но суть в том, что вот этого таланта у нас быть не должно. Потому что мы тогда будем резать полоску, и у нас все тайминги сдвинутся. Далее у меня Перкунте одет вот так. В принципе, в прошлом видео я говорил, какие замены можно сделать. Тут, в принципе, выбор весьма обширный, потому что любую из этих вещей можно заменить на либо увеличение просвещенности, либо на настакивание атаки от дебафов. То есть мы можем вообще даже вместо этих двух вещей одеть две другие. Это и увеличение просвещенности, и настакивание атаки от дебафов. Допустим, возможно, эту бы вещь я заменил, если бы у меня просто лучше была. Поэтому просто выбирайте по статам. Если вы на увеличение урона по штрафу защиты не брали, то вообще ничего страшного. Тут как бы альтернатив просто куча. Просто выбирайте, где у вас лучше характеристики. И Арора у меня теперь, в прошлый раз она у меня была, получается, с рогами оленя. Теперь же мы можем поставить ей орган. Но это в том случае, если у вас команда выживает, и вы можете Натаниэлю не ставить жилетку. Если вы, конечно, до конца не стоите, то да, придется Натаниэлю поставить жилетку, а вот эти рога переставить на Арору. Если у вас получается доживать, то, конечно, ставим орган на Арору и рога на Натаниэля. Но обязательно вот эту шмоточку на увеличение урона от следующего ультимативного навыка, потому что после нее как раз будет ультовать Перкунте. И по поводу атаки. Атаки я мог сделать больше намного, но нам нельзя перегонять Перкунте. Вот у меня, допустим, у него 6200, мы даем ей, ну, у меня получилось, допустим, 5600, да. Можно, конечно, там чуть подувеличить, да, но я смотрю, чтобы конкретно в бою вот этот сет, который на Натаниэле, который бафает нам атаку, и Шайночтану тоже статы он бафает.
Вот, чтобы он висел именно на перкунты. То есть можно, конечно, по чуть-чуть подбить еще атаки больше, чтобы она сильнее раздавала атаку перкунты. Но главное следить, чтобы обязательно баф висел именно на перкунты. Также по поводу расстановки. Эта троица стоит здесь, эта парочка стоит здесь. Их, получается, не задевает Финья своей ультой. И по поводу кристаллов тоже. Многие как-то халатно к этому относятся. Кристаллы, ну, допустим, я поставил вот здесь. Сейчас бой поставлю на x1, и вы, в принципе, поймете почему. Когда мы ставим их сюда, в бою уже они выталкиваются вот в эту сторону. И смотрите, как вообще цепь молнии идет. Это очень важно, потому что все это очень влияет на урон. То есть в данной расстановке цепи полетят конкретно через кристаллы, потом пройдут через Шайнштана. Вот видите, да? То бишь она от Перкунты полетела сюда, сюда, Шайнштана и уже потом по боссам. Это очень важно, потому что если мы как-то их неправильно расставим, то какой-то кристалл может не полететь, либо полететь в босса, потом отскочить в кристалл. А каждый отскок такой через цель, именно вражескую, урон уменьшается от цепи молнии. А когда она четко проходит по кристаллам и по Шайнштану, то урон от цепи наоборот увеличивается. И последние отскоки, получается, приходятся конкретно именно на боссов. Вот. При такой расстановке мы получаем максимальный профит от цепи молнии. Перейдем теперь к таймингам. Тайминги я использую вот такие. Если, в принципе, прям хотите захардкориться, то можно вот это все дело чуть сдвинуть назад, чтобы они под конец там успели еще ультануть. Но опять-таки это надо чуть-чуть ускоро и подбирать уже так, чтобы у нас смогли в самом конце сделать один ульт. Для этого понадобится ускор в рунах всем и очень много сопротивления и очень много везения на начитание. Потому что если хотя бы раз ему Демер порежет ульту, у нас все просто собьется и все. Поэтому не знаю, стоит ли оно того, тем более все это делать нужно без потери характеристик, без потери выживаемости нашей начитания, потому что мы можем просто не достоять. Поэтому тут уже смотрите, если у вас получается там как-то, то в принципе можно несколько секунд сдвинуть туда и попробовать ультануть. Я, в принципе, бью так, меня все устраивает. Мне вот этот хардкор весь сейчас не нужен. Я выжил более-менее статы, какие мог. И, в принципе, меня этот результат устраивает. Так, вроде все пока что. Кому что там непонятно, пишите в комментах. А так, что, всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.